LED-проектор с разрешением 1920 на 1080 пикселей и поддержкой декодирования 4K, четырехъядерным процессором, Wi-Fi 6 серии, удобной операционной системой, бесшумным режимом, автоматическим запоминанием положения ножки с электроприводом, автоматической фокусировкой, автоматической коррекцией. Это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к проектору под названием DESS C4 Pro. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Полетели. Распаковка. Поставляется этот проектор в черной коробке, на ней есть название и изображение модели, а также, разумеется, краткие характеристики. Упаковка неплохая, проектор пришел целым, что радует. В комплекте мы имеем пульт DU, краткое руководство, сам проектор и кабель питания, блок питания, встроенный в проектор. HDMI кабеля, треноги, полотна и батареек для пульта нет в комплекте, за что отдельный минус. Вес проектора 2 кг, а габариты 247 на 253 на 96 мм. Летим дальше. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону, первые 3 месяца Poco X6 Pro будет. Чтобы участвовать в розыгрыше, нужно подписаться на телеграм-канал скидок и под любым из роликов в этом месяце оставить комментарий с именем в ТГ или написать, что имя ТГ в описании вашего же канала. И автоматически вы в розыгрыше. Если выиграете, я вам напишу. Перейдем же к обзору. Поставляется DESS C4 Pro только в серо-черной расцветке. Внешне проектор выглядит очень даже хорошо. Корпус выполнен из довольно качественного матового пластика, а с фронта расположили металлическую вставку. Собран проектор, учитывая стоимость, достойно. Проектор не маленький, но положить его в рюкзак в целом возможно. Жаль только то, что нет заглушки для объектива. Далее, на корпусе расположили одну механическую кнопку питания, надпись DESS, датчик препятствий, К-приемник, разъем для питания, 2 USB-A порта версии 2.0, AUX для вывода звука, HDMI разъем с поддержкой CEC и ARC, оптический аудиоинтерфейс, SPDIF и порт под интернет. По интерфейсам все стандартно, и этих разъемов в целом достаточно. Также есть заглушка, за которой есть небольшое отверстие для чистки линз, в случае, если на них попала пыль. Отверстие для системы охлаждения, радиатор, плюс с одной из сторон можно снять пластиковую решетку, за которой находится HEPA-фильтр, который нужно периодически чистить. А также можно заметить систему охлаждения из одного кулера. Для крепления на треногу, штатив и так далее есть одно отверстие 1/4 дюйма. Если не использовать дополнительные устройства для установки, то проектор будет стоять на 4 антискользящих ножках. Ко всему есть одна ножка с электроприводом и регулировкой наклона до 12 градусов. Удобно, что данный функционал имеет память, и при включении проектора он будет поднимать проектор на тот угол, который выставлен в прошлый раз. Далее, что касается пульта дистанционного управления, он выполнен из матового пластика, тактильно пульт приятный, и из интересного в нем есть встроенный микрофон, ко всему пульт можно подключить по Bluetooth к проектору. Bluetooth чип, к слову, установлен в версии 5.0, по кнопкам все стандартно, есть регулировка фокуса, громкости, возврат, переход на стартовую страницу и не только. Но вот быстрого перехода к настройкам нет. Летим дальше. Тип проектора LED. Разрешение 1920 на 1080 с поддержкой декодирования 4K H265. Яркость 1200 ANSI и контрастность 2000 к 1. В целом эти показатели даже очень хороши, учитывая стоимость. Рекомендуемый диапазон изображения от 42 до 150 дюймов. Опять же, рекомендуемые по рекламе. Проецируемая дистанция от 1,1 до 4,1 метра. Имеется поддержка таких технологий, как HDR10+, HDR и HLG. Далее, процессор установлен 4-ядерный Cortex A53 с частотой в 2 ГГц. Графический процессор Mali 450, оперативная память на 2 ГБ, а внутренняя на 32. В целом все стандартно, но вот по связи используется не просто двухдиапазонный Wi-Fi, а 6 серии, за что отдельный плюс, я прям не ожидал. Операционная система Android 9, она уже привычна и в целом удобна. Даже в том же YouTube проектор показал адекватную работу. Приложение можно устанавливать как с Play Market, так и с флешки. Сторонние приложения встают без проблем, так что какой-то VLC-плеер или что-то подобное установить можно без проблем. Далее, что касается проецируемой картинки и функций. Удобно, что есть бесшумный режим, при котором яркость проецируемого изображения меньше, чем без этого режима, что позволяет проектору не нагружать систему охлаждения и не создавать сильный шум. Но даже со всей яркостью проектор работает, не сказал бы, что прям громко. Также удобно, что можно включить автоматическое запоминание положения, автоматическую фокусировку, автоматическую коррекцию, умное обнаружение препятствия, автоматическое выравнивание проекции, автоматическую коррекцию поворота, масштабирование экрана и функцию интеллектуального выравнивания угла. Все автоматические функции отрабатывают хорошо, без особых нареканий. Даже обнаружение препятствий срабатывает довольно корректно, но, конечно, не всегда. Настроить вручную проекцию также можно. Удобно, что есть настройка по 4 точкам и ручная настройка фокуса. Далее, настроить цветопередачу можно, но, к сожалению, нет возможности настроить цветопередачу во время просмотра
просмотра фильмов или роликов, а только в самом меню в настройках. Летим дальше. По моим наблюдениям, отличная картинка получается на 100 дюймов. В стоке, на удивление, проецируемое изображение сочное и контрастное. Цвета отображаются приятно. Запас яркости есть, но не сказал бы, что огромный, и при включенном свете использовать проектор можно, но удовольствия в этом деле будет мало. Темные участки отображаются хорошо, в целом, как и светлые. Детализация на великолепном уровне, углы в фокусе, и блюр при правильной настройке не был замечен. Проецируемое изображение не рваное, в динамичных сценах все довольно плавно, но не во всех случаях. Звук в данной модели стерео по 5 Вт. Качество звука неплохое и достаточно громкое. Персонализировать звучание под себя возможность есть, но я советую использовать внешние аудиоустройства. В плане игры использовать проектор можно, но не для шутеров. Опять же, это в идеале и по моему мнению. Для того, чтобы было играбельное, подобный сет не подойдет. Далее, минусы. Нет распознавания человека и отключения проекции, нет настройки изображения при просмотре видео, интерфейс слегка тормозит, что в принципе неудивительно за эти деньги, нет кнопок управления на самом проекторе, нет быстрого перехода к настройкам с пульта, нет заглушки для объектива. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она более-менее адекватна. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, ну и, разумеется, участвовать в розыгрышах. Резюмируя, DESS C4 Pro — интересный и достаточно хороший проектор за свои деньги. Мне понравилось изображение на выходе, а также различные автоматические функции для удобного использования. Поэтому от меня девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.